Приветствую вас! Запущенное серийное производство в 1963 году среднетоннажный грузовой автомобиль ЗИЛ-130 стал поистине знаком для своего времени. Отличавший своей простотой, надежностью и ремонтной пригодностью, его применяли везде, где была необходимость перевозки груза. А сам он имел множество серийных и опытных модификаций. Конечно же, такая машина могла бы пригодиться и тем людям, чья профессия неразрывно была связана с работой в условиях Крайнего Севера. А так как этот автомобиль в первую очередь предназначался для работы в условиях умеренного и жаркого климата, то для работы на севере, где температура минус 60, данный грузовой автомобиль должен был пройти некоторую модернизацию. Так и появился разработанный на заводе ЗИЛ северный вариант знаменитого среднетоннажного грузовика ЗИЛ-130С, а чуть позже и седельный тягач ЗИЛ-130В1С. Принципиально северный ЗИЛ-130С ничем не отличался от обычного серийного ЗИЛа, но для работы при низких температурах, в отличие от обычных машин, имел некоторые особенности комплектации. В первую очередь внимание было обращено на повышение надежности, обеспечение уверенного пуска двигателя и создание нормальных условий работы водителя. Для обеспечения нормального пуска двигателя при минусовых температурах на автомобиле установили предпусковой обогреватель двигателя повышенной эффективности, а также применена контактная тристорная система зажигания. А для улучшения стабильности теплорежима двигателя введена электромагнитная муфта, автоматически отключающая и включающая вентилятор системы охлаждения. Для нормальной работы двигателя и агрегатов трансмиссии при низких температурах применены спецмасла. В кабине водителя, которая в отличие от стандартной голубой окрашивалась в оранжевый или красный цвет, кроме напыленного на внутренней поверхности пенополиуретана толщиной 8-12 мм, установили мощный отопитель и утеплили все двери. А сами окна имели двойное остекленение для предотвращения запотевания и обледенения, взятые от ЗИЛа-131, и установлены поверх основного панорамного стекла, которые прижимались с помощью прижимных накладок с образованием зазора между ними величиной 9 мм. Также автомобиль получил дополнительный бензобак на 60 литров и дополнительную оптику в виде прожектора-искателя и противотуманных фар. Седельный тягач ЗИЛ-130В1С был оборудован багажником на крыше кабины и двумя запасными колесами в специальном держателе с устройством для облегчения поднятия и опускания колес, а также получил колесную базу 3800 мм. Обе версии ЗИЛа были оборудованы лебедкой с механическим приводом, переносным отопителем, не менее важными утеплителями капота, дополнительными боковыми указателями поворота и различного инструмента. В соответствии с условиями эксплуатации автомобиля комплектовалась резина техническими изделиями из морозоустойчивой резины. На приборной панели, кроме основных датчиков, появились ручка управления заслонкой обогрева и указатель температуры электролита аккумуляторной батареи, выключатель противотуманных фар и прожектора и указатель уровня топлива с переключателем. После довольно-таки успешных испытаний, которые прошли с конца 1962 по 1963 год, межведомственная комиссия рекомендовала ЗИЛ-130С к производству. Но по неизвестным причинам первая партия этих грузовиков покинула производственную линию в Москве только лишь в конце 1969 года. Из 70-х годов северные машины собирались на Читинском автосборочном заводе, вплоть до декабря 1985 года. А модель ЗИЛ-130В1С и вовсе выпускалась ограниченными партиями. В 1969 году 10 автомобилей, а в 1980 году 17. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!